Кету в Накшатре Анурадхи и прошлая жизнь. 17-я Накшатра Анурадха расположена в знаке Скорпион. Планетарный владыка – Сатурн. Главенствующее божество – Митра, друг, сын Адити. Символы Накшатры – лотос и посох. Анурадха – это Накшатра дружбы, чужих земель, духовности и трансформации. Так как Анурадха расположена в знаке Скорпион, то здесь происходит процесс пробуждения кундалини. Анурадха – очень духовная, благочестивая Накшатра, так как символами ее являются лотос и посох. Посох – это мощное оружие, которое используют мудрецы для защиты себя. Поэтому цели будут достигнуты, и человека не смогут победить, если Накшатра хорошо расположена в гороскопе. В прошлых жизнях человек был вовлечен в духовные вещи. Кету в Анурадхе может дать психические силы, человек будет обладать высокой интуицией, может видеть другие миры, призраков, духов, возможно соединение с божественным и получение посланий. Также связь с предками, способность видеть умерших родственников, получать от них послания, например, в виде сновидений. Видение своих прошлых воплощений или других сфер жизни во снах. Возможно, прохождение околосмертного опыта. Все это делает человека очень интуитивным и дает естественные психические силы, которые определенно могли развиться еще в прошлых жизнях. Очень сильная связь с миром душ. Человек обязательно пройдет через духовное пробуждение. В прошлой жизни дружба для человека была очень важна. Друзья для него были всем. Человек был добрым, скромным, нежным и избегал спор и драк с кем-либо. Жизнь была нелегкой, много взлетов и падений, преобразований. Это произошло в прошлом, это произойдет и в этой жизни, так как символом Накшатры является лотос, который растет в мутной грязной воде. Кету кармическая планета и показывает, что человек будет очень осторожен в дружбе. Было какое-то отдаление в прошлом, какой-то плохой опыт в дружбе. Человек был щедрым, доверял, и, скорее всего, в этой жизни, наоборот, человек не захочет помогать людям и не будет с легкостью доверять. Будет очень осторожен в суждениях, кто прав, а кто нет. Но как у Кету нет головы, то человек будет путаться в своих суждениях и попадать на те же грабли. Поэтому велика вероятность, что и в этой жизни человек опять столкнется с обманом и предательством. Человек хорошо общается со своими друзьями, но взамен не получает аналогичную энергию, и ему становится очень больно. Поэтому человек станет очень осторожен в дружбе и будет скрывать свою дружескую природу в себе. Это сделает человека интровертом, который не способен очень много общаться с другими людьми. Также возможно, что душа человека пришла из другой сферы и не является душой Земли. Человек родился ради высшей цели, поэтому не может соединиться с земными людьми. У человека добрая, отзывчивая и бескорыстная натура, но все же противоположное расположение Раху в Тельце, в Накшатре Рахини, даст сильное желание материальных вещей, наслаждений, веселья и всего роскошного. Любовь, материальный мир. Благодаря Рахине у человека есть эти желания, потому что в прошлой жизни он не смог их исполнить. Может, потому что исполнял какие-то семейные обязанности или жил очень духовной жизнью, и желание поэтому все еще присутствует. Но если у человека развитая душа, то энергия Раху в Рахине также будет сбалансирована. Человек родился в этой стране в первый раз или через многие-многие воплощения. Если Накшатра находится в 12-м доме, то человек никогда не рождался на данной территории. Анурадха представляет родную страну, а Кету – отрешенность. То у человека может возникнуть страх перед переездом в другие страны. Человек захочет остаться на своей родине, со своей семьей, со своими родителями. Человек захочет остаться там, где бы он ни находился, но со своей семьей. Потому что, возможно, в прошлом он покинул родину и семью. Или у него не было времени и возможности общаться со своими близкими. Так как Кету в Скорпионе, у человека может всплыть крайний уровень страха. Потому что, возможно, потеря семьи в прошлом из-за трагедий и больших трансформационных событий. Поэтому у человека может присутствовать страх потерять свою семью, свое богатство, свое имущество. В прошлом человек был одержим отношениями, особенно если есть Венера также в соединении или в аспекте. Кету в этой жизни делает человека менее одержимым. Но осознание из прошлой жизни остается, что деньги очень важны, семья очень важна, практичность очень важна. Человек всегда будет осторожен в этой жизни, когда будет привязываться к кому-то, потому что Раху будет ему говорить «не надо». Деньги важнее, чем любовь. Если даже есть у вас любовь, что вы будете есть, если у вас нет денег? Не привязывайтесь, будьте практичнее. Но человек все равно будет оставаться простым в жизни, так как будет осознание в этой жизни. Сколько не идти в массы, не следовать за другими, независимо сколько материалистического счастья не достигается, что настоящее счастье в простоте и в любви в семье. И в мелочах человек осознает эту истину в этой жизни, потому что возможно, что в прошлой жизни у него уже было желание материалистических вещей из 2-3 прошлых жизней, и оно не исполнялось, и он игнорировал истинную любовь, он игнорировал свою семью, он игнорировал все, что связано с душой, и человек просто хотел иметь деньги, имя, славу, богатство. Поэтому это осознание придет именно в этой жизни.
Человеку для психического комфорта очень хорошо жить в приятном влажном климате, находиться около воды, рек и морей. Так как экстремальные погодные условия, слишком холодная зима или наоборот жаркая погода неблагоприятны для него. У человека может быть незавершенная карма, связанная с Родиной. В этом случае только после отдачи кармических долгов человек сможет отправиться в другие страны, не испытывая проблем на чужбине. Для профессии это хорошее положение для духовности, а также для астрологов, тарологов, терапевтов, регрессологов, экстрасенсов, гипнотизеров, медиумов. Человек ориентирован на исследование. Кету показывает то, что человек узнал в прошлой жизни, поэтому ему не придется много учиться в данных областях. Человек может хорошо работать в ночные смены. Человек может любить работать в изоляции, так как если человек работает в одиночку, это лучшее для него, потому что он может больше общаться со своей интуицией, и тогда напрямую получать сообщения от Божественного, от своей души или от Вселенной. Человек может стать также хорошим ученым, пройдя через множество трансформационных событий в этой жизни. 4 пады Анурадхи. Лев. Судьба направлена на то, чтобы заниматься социальной работой, быть практичным в жизни. Человек должен общаться с людьми, так как есть карма с общением. Человеку придется иметь дело с людьми и поддерживать дружеские отношения. Дева. Человеку необходимо сосредоточиться на себе, сосредоточиться на духовном росте, предаться божественному и не быть слишком практичным. Отпустить вещи, которые не важны, не принимать решения на эмоциях. Медитация даст человеку ответы на его вопросы. Весы. Необходимо держать баланс, нет сверхэмоционального, нет сверхдуховного. Человеку необходимо поддерживать хорошие отношения и не быть одержимым никакими отношениями. Не надо зацикливаться, человек получит желаемого партнера в нужное время. Необходимо держать баланс в жизни. Скорпион. Очень хорошее расположение. Человек должен заниматься любой интуитивной, духовной, экстрасенсорной работой, связанной со скрытой информацией. Это очень полезно для человека. Тогда он получит весь материальный успех и счастье.